Приветствую, друзья! Сегодня речь пойдет про небольшой и редкий настольный вертикальный фрезерный станок Cowells, который обладал простой, но эффективной конструкцией и выпускалась в течение многих лет. Станок зарекомендовал себя как точный и надежный, хотя и довольно дорогой. Однако, поскольку этот тип станков редок, спрос на подержанные экземпляры всегда превышает предложение. И следовательно, если они содержатся в первозданном состоянии, то представляют собой отличную инвестицию. Было выпущено две версии. Первая, которая получила название МК1, была хорошо отделана, окрашена в серебристый цвет, имела закругленную переднюю поверхность головки и тонкую плиту основания из литого алюминия. Колонна имела форму полукруга с выфрезерованной направляющей формы ласточкин хвост по всей длине передней поверхности, предназначенная для вертикального перемещения стола. Оснащался двигателем постоянного тока мощностью 1/6 лошадиная сила на 4000 оборотов в минуту с регулятором скоростей. Вторая версия МК2, оснащенная тем же столом и колонной, в остальном заметно отличается. Окрашенная в темно-синий цвет, голова представляет собой прямоугольную отливку, хотя основание опять же из алюминия. Было улучшено за счет достаточной толщины, чтобы вместить и таким образом надежно закрыть электрические элементы управления, таких как выключатель, индикатор работы и колесико, с помощью которого можно изменять скорость высококачественного двигателя постоянного тока Parvalux мощностью 1/6 лошадиных сил и постоянным током от 40 до 4000 оборотов в минуту. Колонна и стол на всех версиях выполнены из чугуна, а закаленный отшлифованный шпиндель, работающий на паре высокоточных радиально-упорных подшипников диаметром 48 мм, приводится в движение зубчатым ремнем и оснащен носиком, который принимает специальную разработанную оснастку Cowells. Подшипники защищены плотно прилегающими крышками для защиты от грязи, а их предварительный натяг устанавливается регулировочной гайкой с тонкой резьбой. В позднем издании каталога производителя указано: чрезвычайно точный и надежный вертикальный фрезерный станок с массивной чугунной конструкцией для поглощения вибраций и напряжения при фрезеровании. Способный точно обрабатывать прочные материалы, фрезер может также использоваться для координатного сверления. Станок оснащен электронным регулятором скорости на 4000 оборотов в минуту, нескользящими зубчатыми шкивами и ременной передачей. Каждый станок устанавливается вручную опытным инженером с соблюдением точных допусков. Вся электрика надежно размещена в литом алюминиевом корпусе. Бабка изготовлена из массивного чугунного литого бруска и выровнена, закреплена штифтами в точном соответствии со столом станка. В бабке установлены два прецизионных радиально-упорных подшипника диаметром 48 мм. Шпиндель бабки закален и отшлифован и имеет регулировочную гайку с мелкой резьбой для предварительного натяга подшипников и устранения плавания конца шпинделя. Для защиты подшипников установлены высокопрочные крышки подшипников. Шпиндель бабки был разработан для установки оснастки Cowells, цанг, фрез, сверлильных патронов и оправок.
Шпиндель бабки имеет внутренний зажимной штифт, и оснастка закрепляется в прецизионно отшлифованном устье и отверстии шпинделя с помощью прижимной планки, поставляемой со станком. Все направляющие стола имеют форму ласточкин хвост и оснащены направляющими планками для устранения люфта и возможного износа. Также установлены зажимные замки, чтобы каждый ползун можно было зафиксировать в процессе обработки, обеспечивая тем самым жесткость. Колонна, колено, седло и стол изготавливаются из цельного чугунного бруса, обеспечивая массу, устойчивость и жесткость, столь необходимые для любого качественного станка и особенно важные при фрезерной обработке, где часто встречаются интерференционные резы. Стол имеет два Т-образных паза для установки дополнительной оснастки, такой как делительная головка и станочные тиски. Маховики, установленные на столе и поперечных салазках, изготовлены из нержавеющей стали. Маховик большого диаметра, установленный на винте вертикальной подачи, изготовлен из прочного нейлона с стальной вставкой. Все маховики оснащены очень точными калибровочными циферблатами, вытравленными лазером с поворотной установкой на 0. Четко обозначенные циферблаты имеют 50 шагов по 0,02 мм. Электродвигатель Parvalux британского производства способен развивать 4000 оборотов в минуту и имеет постоянную номинальную мощность. Привод с переменной скоростью осуществляется через электронную плату управления скоростью. Зубчатые шкивы установлены как на двигателе, так и на бабке, а зубчатый приводной ремень обеспечивает надежное нескользящее движение. Быстросъемный стеклопластиковый кожух закрывает шкивы и ремень. В литом алюминиевом основании размещается электронная плата управления скоростью и распределительное устройство. Основание снабжено 4 предварительно просверленными крепежными проушинами. Однако вертикальный фрезерный станок можно использовать как отдельно стоящее устройство, если требуется постоянная мобильность. Для нарезания зубчатых колес и шестерен имеются подъемные блоки для делительной головки и задней бабки токарного станка. Вертикально-фрезерный станок может поставляться со столом и коленом увеличенной длины для установки шестерни длиной 75 мм между делительной головкой и задней бабкой и максимальным диаметром заготовки колеса 110 мм.